Привет! Сейчас на этих картах, это Ленорман и Кеппер, мы посмотрим с вами диагностику энергетики в вашей паре. Может быть, кто-то посылает негатив, что-то мешает вашей паре, какие-то третьи лица, обстоятельства. Как серьезен этот негатив, который вы на себе ощущаете? Если вы ссоритесь на пустом месте, непонятно почему, может быть вполне, что кто-то вас проклял как пару. Я вас не пугаю ни в коем случае, наоборот. Я хочу помочь вам избавиться от любого негатива, очистить пространство ваше с любимым человеком для любви и счастья. И, как вы знаете, я работник света, и я работаю только с высшими силами, только со светлыми силами, с ангельскими силами. Здесь эти карты покажут диагностику, и если нужно будет вам помочь, я тут же вам помогу. Это ветка заговоренная, и я сделаю ритуал, я сделаю заговор, который очистит вашу пару от негатива, если карты покажут. А вам я предлагаю просто устроиться так, чтобы с пользой для себя получить время, хорошо провести и получить совет, получить рекомендации от высших сил, от хранителей вашего рода относительно вашей будущей личной жизни. Вот карты готовы. И Кеппер и Ленорман, эти карты от одного автора. Это американский эзотерик и художник Чиро Маркетти. Он обожает делать хорошую работу, он такой молодец. И эти карты он основывал на исторических, они очень правдиво показывают. Ленорман Expanded Edition, то есть здесь есть дополнительные карты в Ленорман, ну и Кеппер 36 традиционных, плюс Чиро дополнительные карты в Кеппер тоже есть. А я сейчас начну раскладывать для вас. Итак, вначале мы посмотрим диагностику вас и вашего любимого человека на Кеппер. Это немецкая система, это французская Ленорман. Мы сейчас будем искать вашу карту и карту мужчины. Именно в этих картах карта женщины называется Main Female. Ой, смотрите, сама карта перевернулась, вы видели? Это хорошая карта, у вас крепкие отношения. Называется Main Female, то есть главная женщина. А карта мужчины – главный мужчина. И я буду смотреть, что перед вами и что перед ним. Что после вас и после него. Вы видели, что прямо перед вами брала начало, да, все делала перед вами и колоду тасовала перед вами. И, как вы заметили, он вышел уже буквально сразу. Первая карта была ребенок, то есть ребенок – это какие-то небольшие помехи есть. Может быть, дети его от первого брака. А может быть, потому что он ребенок своей матери. Потому что я здесь вижу, называется mature woman, то есть взрослая женщина. Это его мать. Его мать является помехой. У очень многих так проиграется, девочки. Да, кстати, я не сказала, что видео мои всегда актуальны в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». И именно ваши обстоятельства проявятся. Или заказанный расклад за маленькие или большие деньги, или общий расклад. А я делаю только общие расклады. Обязательно показывает гамму переживаний. И то, что с вами резонирует, берите себе. Получайте это как информацию, получайте это как предсказание на будущее. А то, что не резонирует, просто отбрасывайте. Так работает любое предсказание. Поэтому, девочки и мальчики, то, что резонирует, берите себе. Если это его мама, кто мешает вашим отношениям, кто негативит, кто буквально проклял вас, потому что вас ненавидит. И ненавидит вас часто не потому, что вы какие-то такие особенности имеете, которые ей не нравятся. Нет, часто его мама, к сожалению, ненавидит женщину, мужчину лишь только потому, что она соревнуется с ней, она хочет выиграть первенство, непонятно почему. Ведь сексуальные отношения и отношения сын и мать – это совершенно разные вещи. Но, тем не менее, это может быть вполне его мать, если это ваша ситуация. А также это может быть просто другая женщина, которая или старше вас, или женщина, которая с ним уже давно, потому что mature woman может быть давно с ним. Она ему дала какой-то подарок, и этот подарок явился привязкой. Ему не нужно было от нее получать подарок, но он получил от нее подарок. Этот подарок явился привязкой, через которую она может посылать на вашу пару негатив. То есть здесь несколько вариантов может быть. Во всяком случае, у нее какая-то есть привязка. Она его держит какой-то вещью или же какими-то обязательствами. А теперь я ищу вашу карту. Эта карта называется Main Female. Вот видите, Main Male – это мужчина, и Male Female – это женщина. Именно ваша карта, да? Мы посмотрим, какие карты будут перед вами и после вас, чтобы показать
Кипр, кстати, смотрит только в прямом движении. Кто там собирается меня подловить? Вообще бывают такие злые комментарии, очень обидно, когда пишут: «Вот чего вы карты переворачиваете?» Мне так грубо пишут иногда. Ну, потому что Кипр, видите, написано так. В общем, я преподаю Кипр, кто не знает. И они только в прямых, они в перевернутых просто не смотрятся, да. Итак, я ищу вашу карту. Тех девочек и мальчиков, кто для себя смотрит, а кто не подсматривает мои методы или хочет меня подловить, я для таких людей не реагирую. Просто объясняю, кто хочет узнать, что Кипр смотрится только в прямых. Итак, вот я уже дошла вас, вы такая прекрасная госпожа с розой. Роза – это символ любви, красоты, благополучия. У вас будут большие перемены в жизни. Видите, карта Change после вас. Это говорит, что вы готовитесь к переменам, либо вы переедете куда-то в другое место, в другой город, в другой район, или даже куда-то в другую страну, но большие перемены. Может быть, перемены будут в семейных отношениях, в личной жизни, может, дети выйдут, приедут. В общем, какие-то большие перемены. Вы стоите на новом этапе своей жизни. И вот эта комната, это очень классная карта, называется она Family Room, или же гостиная, да. Это очень хорошая карта в этой колоде. 21 номер – это 3, номер счастья. И вы номер 2, у вас есть помощник, мужчина, конечно. Номер 9 – это полный номер. Это говорит о том, что один период в вашей жизни заканчивается, начинается новый счастливый период. А вот эта гостиная комната ваша, которая вышла у вас, говорит, что у вас будут перестановки, скорее всего, или в домашних делах, в домашних отношениях, или же вообще дом поменяете, потому что это и есть ваш дом, а это карта перемен. Видите, переезд. Здесь вы кабриолет. Это викторианскую эпоху использовал Чиро как пример для своих карт, очень красивые. Я хочу сказать, девочки и мальчики, что диагностика, во-первых, хорошая. А во-вторых, я еще раз повторюсь, она говорит, что мужчина к вам стабильно относится, несмотря на то, что если есть какие-то там передрязги, кто-то, может быть, и хочет навредить, но мужчина стабильно относится. Может навредить ему какая-то взрослая женщина, которая хочет его к себе привязать, да, нечестным путем, потому что он же свободный мужчина от нее, давно уже, да, если это мать, то давно свободен. Вообще матери нужно отпускать своих детей. Перед тем, как они стали пуберти, перед тем, как дети стали подростками, нужно отпустить, позволить им быть самостоятельными. Хотя бы, чтобы он умел принимать свои решения. Но если это его мать, она, конечно, ему вредит, сама не зная, что делает. Если это его бывшая, то я сейчас посмотрю, давайте так посмотрим, если это его бывшая, как она ему вредит и вам, что она хочет от вас. Это тоже карта перемен, но уже немножко другая, да. Может быть, он с бывшей расстался не очень хорошо, просто разошлись очень холодно. И в любом случае у него нет к ней абсолютно никаких намерений, никаких желаний, он ее отпустил. Но если она продолжает чего-то от него хотеть, это, скорее всего, связано, что просто, ну, знаете как, и сам не ам, и другим не дам, вот что-то типа. Может быть, кто-то из домашних ему вредит, потому что это карта хаус, это карта дом, а кто-то из домашних. Это могут быть дети. Дети маленькие, они пытаются, да, на себя все внимание. И это нормально, это все правильно. Но взрослые не должны просто как бы вестись на это. Нельзя, например, искать себе мужчину, чтобы был хорошим отцом вашему сыну. Так не нужно делать, да. Вы как бы свое счастье обмениваете на счастье детей, а у вас и у ваших детей разное счастье, разные дороги в жизни. Вот. Это кто-то из дома его. Может быть, он боится, у некоторых с вами продолжать отношения, не знает, дочь примет ли вас или его сын, мать примет ли вас. Вот этого он боится очень часто, потому что она его привязала к себе, она его сделала каким-то подневольным, что ли, выполнять ее волю. Это очень некрасиво. Я часто это вижу, девочки, вот в русских сериалах, да, потому что, ну, во-первых, я живу на Западе, это не значит, что я не понимаю. Многие мне пишут, ну, ты ничего не понимаешь в нашей жизни. Но я скажу, что меня смотрят же из разных стран. И потом весь мир сейчас это большая деревня, да. А я смотрю иногда вот сериалы русские, чтобы смотреть, как люди разговаривают сейчас, какой сленг, потому что я же уже, ну, давно не знаю. Даже некоторые девочки замечают, что я стала по-русски лучше говорить с тех пор, как делаю YouTube. Я YouTube давно делаю.
вот, давно вам помогаю. Но хочу сказать, что я иногда замечаю вот там так, вот мать, например, с мужем разошлась, вот такой сценарий очень похожий во многих сериалах. Ей 45-50, у нее есть дочь, вот теперь все счастье дочери, только для дочери, а мать уже как старуха себя чувствует 45. Уже говорит, да что мне, я, мол, буду с вами доживать, вот только бы вы меня не бросили, я буду за внучками присматривать. Я не понимаю, почему люди отказываются жить своей жизнью и берут на себя вот эту роль caregiver. Но это некоторым женщинам нравится, а некоторые просто как бы обязаны, потому что такой закон как бы в обществе, да. Я хочу сказать, что вы никому ничего не должны. И жизнь женщины может быть личной в 70 и 80, понимаете? Вот, так что здесь такая вещь, особенно мамочки, которые думают, что они мамочки на всю жизнь. Но иногда это такой правильный архетип, если это ваш архетип. Но в 21 веке у всех людей есть разные архетипы, каждый уже волен распоряжаться своей жизнью без оглядки на других. Это правильно, на мой взгляд. Не знаю, как на ваш взгляд, напишите в комментариях, девочки. Все учитывается. Ваше мнение – это правильное мнение. Мы не можем, не то, что повлиять на друг друга мнение. Вот карты, они показывают нейтрально. Вот как показывают, как есть. Если вы вопрос картам задали, они ответят на вас, они ответят на ваш вопрос, да. Ну, а сколько людей, столько мнений. Некоторые мамочки хотят всю жизнь мамочками быть, а некоторые женщины, дети выросли, они хотят реализовать свои таланты, узнать, на что они способны в этой жизни. Понимаете? Кайфовать от своей жизни. Так что у всех по-разному. Но здесь я вижу, что у него будут какие-то большие перемены в доме, у вашего мужчины. И у вас тоже, понимаете, большие перемены вас ожидают. И я не вижу здесь в сторону минуса. Если есть какая-то женщина, может или мать его, или его бывшая, опять же, навредить ему особо не могут. С этой стороны и подарок, и ребенок, может как вот ребенок мешает где-то. Такая, знаете, навязчивая любовь здесь может быть. Здесь может быть, что эти люди, они его тоже любят, но неправильной любовью любят. Любят его, как будто он раб у них, да, и он должен делать так, как они захотят. Вот где-то так. Сейчас возьму еще карту совета на Кипере, перейду к Ленорман. Вот он о вас думает. Вот несмотря, что на вашей паре может быть негатив от каких-то домашних людей в основном, но он о вас думает. Он любит вас. Это карта его мыслей, thoughts. Его мысли. Традиционно карта называется его мысли. Seine Gedanken. Его мысли. А здесь, Чиро, он не немец, он итальянский американец. И он написал здесь thoughts или мысли, да. Так вот, он о вас думает. Это традиционная карта мыслей. Он никогда не оставляет вас без того, чтобы о вас позаботиться, подумать. Понимаете, он вообще не любит, чтобы и другие на него злились, но ему главное ваше мнение. Ему главное, чтобы вы не обиделись, чтобы у вас у двоих было все хорошо. Так что он прежде всего всегда думает о вас. Если иногда так бывает, что девочки мне пишут, ну да, он думает обо мне, это неправда. Ну тогда вы, наверное, не того мужчину смотрите, понимаете? Смотрите на того мужчину, который вас любит, потому что любовь, понимаете, нужно любить тех, кто вас любит. Если это совпадает, это класс. Если не совпадает, нужно искать себе такого мужчину. Из 7 миллиардов людей четко есть такой мужчина, наверняка. Вот это была диагностика на Кипер, девочки. Так что я эти карты сейчас немного отложу сюда в сторону. И начну раскладывать Ленорман. И пока эти карты лежат, если вот здесь на вас был какой-то негатив на вашей паре, потому что я прикрыла все этой ветвью, негатив будет убираться автоматически, пока я раскладываю для вас Ленорман. Мы сделаем тоже диагностику. Такой запах идет вообще. Это свежая сосновая ветвь. И я вот только ее взяла в руки, и сразу аромат сосны. И знаете, у вас тоже может быть в комнате аромат сосны от моей ветви. Сейчас я ищу вас и его. Но здесь легко, здесь господин и госпожа. 28 и 29 карта. Но в этой колоде 2 карты мужчин и 2 карты женщин. А вы можете для себя загадать, сейчас пока еще не смотрю. Одна карта, вы в пеньюарах, ну, наверное, мужчина не бывает в пеньюарах, но он такой сексуально оголенный торс, и вы в пеньюаре. И другая пара, где вы и он с розами, одетые. Выберите себе пару, а если у вас 4-угольник или 3-угольник, можете других людей тоже загадать.
кого-то из этих 4, да? Выбирайте себе пару. Вы или он с розами, или же в пеньюарах. И мы будем с вами смотреть, что перед вами, что после него. Все просмотрим. Вообще такие меня спрашивают, можно ли часто смотреть мои расклады. Конечно, это же не базарное гадание, нет. Это спросить у высших сил, а что будет дальше между нами? Ведь мы всегда такие вопросы задаем. Это очень даже хорошо. Такие гадания полезные. Так, смотрите, здесь у кого-то есть треугольник, кто смотрит. Или же ваш мужчина, вот и там была другая женщина, да, у него справа и здесь. Мужчина зависим еще от какой-то женщины, с которой, может, у него какие-то брачные узы. Но это не у всех проиграется, у некоторых это проиграется. Потому что это разные пары. Вот он в пеньюаре, а вы с розой. Да, или же наоборот. А сейчас я буду искать еще двоих. Вот еще один вышел. Вот этот, который с розой. Видите, с розой он. Заметили? Да, хорошо. Он смотрит на встречу с вами. Вы встретитесь с мужчиной, которого загадали как мужчина с розой. Он выйдет на связь, если у вас качели, какие-то недопонимания, ссоры, разборки, если он вас обидел, и если что-то не получилось. Будет радостная встреча, Солнце и Всадник, очень хорошие карты. У вас будет радостная встреча, и вы будете очень довольны. Он очень хочет вас встретить, он вам назначит свидание. А теперь еще смотрю. Еще у нас сколько? Еще один человек есть. Это вы в пеньюаре. Еще одна женщина есть. Ну, вы, если вы выбрали себя в пеньюаре, что-то нет пока. Вот вы. Окей. Смотрите, увеличительное стекло. Вам очень хочется узнать какую-то тайну его. Он что-то не договаривает, если вы вот в пеньюаре себя назначили. Он что-то не договаривает, он что-то скрывает, вы чувствуете, или предательство чувствуете, он вас не защитил перед его мамой или еще перед кем-то, перед его друзьями и так далее, да? Или же он обидел вас сильно, когда вы ссорились. Увеличительное стекло говорит, что вы, может, его ревнуете. У некоторых пар проиграется, что вы его ревнуете. И поэтому у вас, или он вас ревнует, у вас может быть из-за ревности что-то. Вы смотрите на башню, может быть ревность на работе, может вы подозреваете, что у него есть какой-то роман с кем-то на работе, или у вас может быть роман на работе, вы не знаете, с кого выбрать. Вот такая ситуация, девочки, знаете, я специально вот сейчас буду заговаривать эту сосновую ветвь, чтобы вам понять, что какая бы ситуация у вас, выход всегда есть. Вы никогда не бываете одиноки. С вами хранители рода, ангелы-хранители. Смотрите, через карты вы общаетесь с высшими силами. Вы никогда не бываете одиноки. Потому что по этим двум картам, которые с вами у вас, если вы в пеньюаре, вы чувствуете себя одинокой, башня. Или же чувствуете, что вас кто-то на работе обманывает. Если вы с мужчиной вместе работаете, или же вы чувствуете, что у него есть какой-то служебный роман, я спрошу это, если так. Что будет дальше? Вот кроме разговора ничего не будет. Это карта птицы, совы. Она говорит о том, что дальше разговор ничего не идет. Может какой-то легкий флирт. Но ничего такого, что вы думаете, нет. Теперь я посмотрю, если он с розой, вы его загадали, как я уже сказала, он выйдет на связь, он хочет с вами на свидание прийти. Негатива я здесь не вижу вообще. Даже если вам кажется, что негатив, вы ссоритесь, это притирка характера может быть, вы разную энергетику имеете, да? Время забирает привыкнуть, притереться друг с другом. Если это так, тоже мой заговор поможет вам. Теперь вот здесь эта ситуация, когда вы с розой или другая женщина, кого вы загадали с розой, и он здесь вот такой, торс у него такой, знаете, интимный, да? Здесь вот эта женщина, которая с розой, я не знаю, кого вы загадали, вы знаете сама, она имеет на него виды семейные, она или хочет с ним брака, или же она уже с ним в браке. Я спрошу, что будет дальше между этими двумя людьми. Развилка, здесь есть негатив. Вот если вы эту пару себе или кого-то загадали, например, его или себя здесь, да, на этой паре есть серьезный негатив, потому что это на развилке дорог негатива. Этот негатив нужно исцелять.
Так что мой заговор в конце вам очень сильно поможет. А сейчас посмотрю вот здесь, если он с розой и выйдет на свидание, я вижу, что здесь вроде негатива нет. Да, еще и при Луне будет свидание, эмоциональное, такое приватное, личное. Это хорошая карта в сочетании с этими двумя, да, потому что карты ведь они только в сочетании проигрываются. Луна и Солнце вместе – это знак, это знаковый расклад, это очень хорошо. Когда Луна и Солнце вместе, это всегда говорит о том, что будет между вами счастье. И интимно при Луне, и успех в семье. Вы, может, поженитесь, если еще не женаты, найдете общий язык, завяжется у вас знакомство. Если вы еще не знакомы, девочки тоже меня смотрят, такие правильно делаете, потому что часто нужно что-то исцелить, чтобы открыть дороги себе на любовь. Если вы еще не знакомы с мужчиной, у вас большие перспективы познакомиться с очень красивым, успешным мужчиной, успешным, потому что Солнце, и который будет очень нежный с вами. Луна и Солнце вместе, то он будет с вами очень нежный. Это очень хороший расклад. Что я сейчас буду делать, девочки? Сейчас вот что мы сделаем. Сейчас будет заговор, да? Но я хочу еще подытожить и советы дать вот всем этим людям. Сейчас я карты соберу, а оставлю только эти 4 человека, которых вы себе загадали, да? И каждому из этих 4, ну вы знаете, кого вы где загадали, я буду делать заговор. И заговор такой: раскрой время, расскажи правду, убери неправду. Это первый заговор, чтобы нам правду прояснить про всех вот этих людей. Загадали вы себе, да, себя, как кто-то из вас где-то, это вы, кто-то ваш мужчина, кто-то, может, еще какие-то люди. Вот, а я спрошу: время, раскройся, расскажи правду, убери неправду. Время, раскройся. Я иногда говорю: разорвись, время, это еще более так динамично. Расскажи правду, убери неправду. Разорвись, время. Расскажи правду, убери неправду. Давайте вот этого мужчину первого посмотрим, что там у него. Помните, что карта на Кепер тоже вышла такая карта. Вот я сейчас ее вам покажу. Она называется здесь Distant Horizon. Но поскольку это тоже художник, видите, одинаковый якорь. Заметили? Очень красиво, да? И это говорит о том, что расклад очень правдивый, потому что место силы проявилось. Я часто так делаю, беру 2 колоды, и это называется старинный пасьянс, когда видно, какая карта повторилась. Карта якорь повторилась. Карта якорь. И это очень хорошая карта. Это говорит о том, что у вас с этим мужчиной будут стабильные отношения. Ему можно доверять, вы друг другу по судьбе. И ни с кем другим вы не будете так счастливы, как с ним. Вы видели карту? Вы видели, да? Это всегда живые. Я не знаю, что будет, когда начинаю раскладывать. Карта книга вместе с якорем. Вы друг другу по судьбе. Это 100%. Вы друг другу по судьбе. И вот видите, неправда ушла, правда показана. Что вы будете с этим мужчиной очень счастливы, и он с вами. Очень хороший расклад. А теперь мы посмотрим вот это, если это вы или еще кто-то другой. Какой совет будет этому человеку, хорошо? Вы знаете, вы здесь, это интерактивное гадание, вы, конечно, как на консультации себя можете здесь чувствовать, хоть и общий расклад. Я 2 карты возьму. И знаете, то, что нужно, вами усвоится, а то, что не нужно, отсеется само, так что не волнуйтесь. Вот этой женщине с розой будет большая удача на пути. Это карта звезда или звезды, Ленорман, и собака. Обе карты очень счастливые. Вы будете счастливы в личной жизни. Собака – это преданный друг. Это мужчина, который готов на все для вас. Который ставит целью своей жизни вам угодить, сделать вас счастливой. А звезда – это исполнение мечты. Вы для этого мужчины как звезда в небе. То есть он даже молится где-то на вас, да? Он готов вам угождать. И он считает вас самой красивой, самой умной, самой лучшей. Просто ему повезло, что он вас встретил. Вот он так думает. И он так знает, он уверен в этом. Это глубокое его убеждение, что ему повезло, что он с вами. Еще карта, вот собака, когда выходит как совет, говорит о том, что у вас все будет хорошо. Ни о чем не волнуйтесь, не переживайте. Ваши мечты будут исполняться. Это такой хороший расклад для вас, да, с розой. Теперь я смотрю, вот этот мужчина тоже с розой на стуле, который, если вы его загадали,
Вот такие два совета будут даваться. Смотрите, мосты и букет. Вот этот мужчина будет с вами пробовать наводить мосты. У многих, наверное, кто смотрит, может быть, именно с таким мужчиной вы поссорились. Наговорили друг другу глупости, сгоряча, каких-то грубых слов. И ни он, и ни вы не имели это в виду, потому что даже за грубым словом все равно внутри была любовь. И здесь он будет наводить мосты. Карта мосты и карта букет. Он пригласит вас на свидание, он вас любит. Потому что букет – это когда… Это сексуальная высокая энергетика. Это высокая энергетика вообще жизни. Это влюбленность, 9 номер, это полнота его чувств к вам. Он будет наводить мосты. Он будет пытаться с вами опять встретиться. Он будет пытаться вам дать понять, что вы для него очень важный человек. Он будет обязательно выходить на связь. И еще для вот этой госпожи в пеньюаре, какие ей два совета даются. Совет номер 1. Совет номер 2. Окей. Совет номер 1 и 2, они одинаковые советы совершенно. Потому что в этих картах это Expanded Edition. Вот смотрите, видите, в них есть дополнительные карты. И во многих картах Ленорман современных есть дополнительные. Так вот, птицы и совы. Традиционно это одна и та же карта, номер 12. Но здесь автор сделал такую разницу, как птички, вот весенние птички поют, да, такие, то есть, что за птички, не знаю, соловьи, что ли, нет. Разные птички, ну, хорошенькие такие, да. Гнездо у них здесь. А это совы, это символ мудрости. И то, и другое. Здесь у этой женщины будут разные возможности. Это может быть 2 человека, которые с ней будут общаться. 2 человека, 2 мужчины. Один мужчина очень мудрый, а другой мужчина умеет объясняться в любви, ласковый. Один такой мудрый, молчун, но каждое слово обдумывает. А другой такой ласковый, щебечет все время, да, более подвижный. Но оба эти человека в ней очень заинтересованы в этой женщине. И это хорошие карты, они говорят контакт. Номер 3 – это вообще признак контакта. Контакт, интересные события будут происходить, и будет найдено решение. Это по вот этим картам. Обязательно будет найдено решение той ситуации, которая вас сейчас заботит. Вот такие советы, девочки. Я знаю, что вы услышите свои слова. Я говорю, я делаю ченнелинг, я говорю то, что приходит мне в канале, а вы четко знаете, конечно, что это имеется в виду чисто индивидуально для вас. Вот этим и хороши предсказания общие, во всяком случае, по моему методу. Я не буду отвечать за метод других людей, хотя всех авторов уважаю. Вот, по моему методу вот что выходит, что то, что я говорю, каждый услышит что-то свое. И даже если я скажу одно и то же, вот как хлеб одинаково, не одинаково, кстати, по-разному переваривается теми же людьми, точно так и здесь. Каждое слово, которое я говорю, оно переваривается, понимается, но переваривается умом, это значит понимается у всех людей по-своему. Итак, это сосновая ветвь, сейчас будет заговор, девочки. Я сейчас определю сосновую ветвь посередине. Да, посередине. Давайте мы определим одинаково. Одинаково будет просто заговор, одинаковые пары. Все. А вы можете, когда в следующий раз будете смотреть, тоже взять сосновую ветвь, и тогда будет такая тонкая связь между моей заговоренной сосновой ветвью и вашей, и сработает заговор очень сильно. Если нет сосновой ветви, не важно, все равно будет заговор очень-очень сильный. А вы просто послушайте, и для вас это принесет счастье. Итак, вот такой заговор я скажу 3 раза. Ветка сосновая, ветка еловая. Зло забери, любовь в дом верни. Ветка сосновая, ветка еловая, зло забери, и любовь в дом верни. Ветка сосновая, ветка еловая,
все зло забери, и любовь в дом верни. Вот такой заговор можно сказать. Если вы делаете на своей ветке, оставьте ветку у себя в доме на 1 лунный месяц. Это не привязано к Луне, в любой день можно делать, это такой заговор говорить, но оставить на 1 лунный месяц ветку у себя дома. И обязательно сработает, и обязательно очистит вашу пару от негатива, и вы будете чувствовать себя в паре очень надежно. Не зря выпала 2 раза карта якорь, да. Вот так я всех благодарю, благословляю все пары, благодарю всех за то, что мы с вами дружим. Мне большая честь для меня делать для вас видео. А вы для себя с пользой каждый раз на моих раскладах проведете время, это обязательно. Огромное спасибо за лайк. Лайк ставите высшим силам, а не мне, потому что здесь высшие силы давали вам советы, вам помогли. Огромное спасибо спонсоры канала. И я преподаю Ленорман Кеппер. Кому нужно, обращайтесь, пожалуйста, за уроками. Как найти, вы меня знаете. Это есть в описании о канале или в гармошке описания любого моего видео. Всех вас люблю, обожаю одинаково. Посылаю вам любовные обнимашки и воздушно-виртуальные поцелуи. В любовной, как друзьям, конечно, да. Очень сильно вас люблю, для вас стараюсь и знаю, что высшие силы вас тоже очень любят, и у вас все будет хорошо. Увидимся тогда, когда у вас появится желание посмотреть мое видео, когда вам нужна помощь, когда вам нужна беседа с другом тет-а-тет, всегда обращайтесь, никогда не откажу. Всегда посмотрим ваше будущее, и вы с пользой для себя проведете время. Увидимся скоро!